Привет! Я думаю, почти все зрители уже знакомы с брендом MyBenben, и в этом видео речь пойдет о новой модели X525 с видеокартой RTX 4060 на 8 видеопамяти и теплопакетом, внимание, 140 Вт. Цена на эту модель примерно 86-87 тысяч, это если судить по ценам в DNS. И, пожалуй, основное преимущество данного ноута – это невысокая стоимость с приличным железом на фоне конкурентов. Что насчет как раз таки железа внутри, то за вычисление отвечает 8-ядерный 12-поточный i5 12450H. Далее у нас, внимание, 16 оперативной памяти в двухканале DDR4 на частоте 3200, и еще внутри, разумеется, стоит SSD-накопитель на 512. Есть также, понятное дело, один свободный слот под еще один SSD-шник, если вам это нужно в будущем прокачивать. В общем, все это добро поместилось в корпусе цвета металлик с экраном 15,6 дюйма с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. И цена, еще раз повторюсь, за этот ноут 86-87 тысяч. Мне кажется, за такую вполне приемлемую мощность это отличная цена, так что будет интересно оценить все в деле. Мы протестируем, замерим температуру, оценим шум вентиляторов и общее качество сборки тоже оценим. А сейчас, друзья, отвлечемся на секунду на полезную рекламу, а полезную потому, что она связана со здоровьем. Друзья, все вы знаете, что у меня часто дома появляются различные умные и полезные девайсы. Эти штуковины делают нашу жизнь проще и комфортнее, но вот что насчет здоровья, то такие устройства я встречаю редко. И вот недавно я решил попробовать ручку с камерой от Сберздоровья. Если вкратце, то есть такая же ручка и для осмотра детей, называется Жираф. И вот такие ручки — это девайсы для общего пользования, которые с помощью встроенной камеры могут проверять ваше здоровье. По сути, Жираф и ручки — это камера с разными насадками, как у врача Лора, с помощью которых проводятся обследования, которые потом уже отправляются доктору в Сберздоровье, и, основываясь на данной информации, врач потом вернется к вам с ответом. Девайс Жираф — это для детей, он имеет яркий стильный вид для малышей, а девайс ручки — это, понятное дело, для взрослых. Сама же компания Сберздоровье, она предоставляет цифровые медицинские сервисы, среди которых запись в клинику, к врачу или на диагностику, онлайн-консультирование, дистанционный мониторинг, медицинское обслуживание корпоративных клиентов и так далее. В общем и целом, основной посыл Жираф и ручки — это девайсы, которые помогут проверить здоровье прямо не выходя из дома. Это очень удобно, друзья, и самое важное, быстро и безопасно. И тем более в эти праздничные дни девайсы Жираф и ручки станут отличным полезным подарком не только взрослым, но и малышам. Ссылочки в описании. Всем удачи! Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, что насчет качества сборки ноута X525, то его корпус, естественно, полностью сделан из пластика, потому что это не топовая модель, это понятное дело. Эта модель не за 200 тысяч она стоит, поэтому материалы корпуса пластик, но это, еще раз уточню, качественный пластик, а не дешманский, как у некоторых. Корпус у нас, значит, матовый, не черный, поэтому отпечатки пальцев и прочие следы вообще незаметные. По весу я бы не сказал, что ноут прям слишком пушинка, однако он далеко не тяжелый, это точно. Что насчет экрана, то у нас имеется приличная IPS-матрица размером, еще раз повторюсь, на 15,6 дюйма с разрешением Full HD. Основное преимущество — это, понятное дело, частота обновления до 144 Гц и то, что это является IPS-матрица с насыщенными цветами и запасом яркости. В остальном, что еще интересного, из ключевых я бы, наверное, отметил, это, еще раз повторюсь, процессор интеловский i5 12450H и видеокарта RTX 4060 на 8 VRAM. И это, пожалуй, наверное, самые важные аспекты, которые интересуют большинство людей. Качество экрана, мощность, железо и цена — это самое важное. Но тут очень важно понимать, что максимальная мощность, она не везде нужна этому ноуту, и вообще большинство ноутбуков, и ее предельный потенциал, разумеется, будет раскрыт только если запускать, например, игры с подключенным блоком питания. Плюс к этому мощностью ноута можно тоже управлять через специальное приложение Control Center от MyBenben, и это крайне важный момент. Например, в этом приложении имеется несколько режимов, от турборежима с максимальной производительностью до режима баланс, или вообще самый слабый — это офисный. И вот если просто вы работаете, скажем, в интернете или там, не знаю, печатаете текст, то вам хватит режима экономии или офисный режим. Если же вам нужна средняя, скажем так, производительность, например, там для запуска не сильно требовательных игр или при монтаже видео и прочее, то можно вполне обойтись в среднем режиме работы, то есть в режиме баланс. Я именно часто в этом режиме использую данный ноут, и поэтому только если вы запустили очень ресурсоемкие, например, там задачи сложные, скажем, проекты в
вроде там Киберпанка или поставили рендерить видео, свое большое видео, то только в этом режиме я использую экстремальные настройки или просто режим турбо. Тут, понятное дело, ноут выдает предельный TDP, максимальные частоты на процессоре и предельный теплопакет видеокарты, и поэтому температура может подниматься до 90+, а в режиме баланса она обычно держится, ну скажем так, в диапазоне 70 с копейками или возможно 80. Так что это было важное замечание, друзья, перед тем как начинать тесты, и сейчас мы с вами запустим тройку известных хитов и проверим производительность и температуру именно в режиме баланс и также в режиме турбо. Чисто ради интереса оценим количество кадров и температуру. Итак, что ж, начнем, пожалуй, тестировать, и первым делом закинем новый Counter-Strike, вторую часть на высоких Full HD со всеми эффектами в режиме качества. И в первом случае в режиме максимальной производительности ноутбука у нас в среднем от 180 до 240 FPS. Это очень большой запас по количеству кадров, однако температура процессора по некоторым ядрам поднимается до 85-95. А я напомню, что предельная пиковая температура для процессора это 100 градусов, и потом уже процессор начинает тротлиться. То есть в нашем случае у нас нет тротлинга, судя по частоте процессора, она стабильная 3600-3700, но все равно, я честно признаюсь, на фоне режима баланс, в котором хоть и меньше кадров буквально в 2 раза, но зато там температура железа 70, максимум 80. В общем, я не знаю, с одной стороны, да, 200 кадров это прикольно, конечно, в режиме производительность, а с одной стороны 100 кадров тоже неплохо, но при этом у нас более низкая температура, меньше шум от вентиляторов, и для меня это более важно, чем высокий FPS. Поэтому контру я лично запускаю в режиме баланса, чтобы и шум от вентиляторов был не очень высоким, и железо тоже при этом не поднималось до плюс 90. Разумеется, я тестировал все это без ручных настроек вентиляторов в режиме авто и без подставки тоже тестировал данный ноут, просто в чистом виде, как ко мне приехал ноут, так и тестировал. И если подшаманить, скажем, там в настройках вручную выставить вентиляторы, то есть вертушки, плюс если использовать подставку для ноута, которая тоже снижает температуру, то я думаю, можно снизить при этом 10, возможно 15 градусов даже в режиме производительности. Но мы тестируем, еще раз напомню, по-честному, без ручных настроек, там вентиляторов и так далее, прямиком, как ко мне приехал ноут прямо из коробки. Так что все по-честному. Окей, друзья, идем далее. Теперь давайте с вами протестируем еще один сетевой шутан. Это Rainbow Six на очень высоких настройках Full HD. И тут у нас, смотрите, довольно интересная ситуация. С одной стороны, у нас видим, что температура осталась неизменной в режиме турбо. У нас стабильно 85-95 градусов, при этом 180-190 FPS. Но зато в режиме баланс, хоть и ниже температура железа, но разница фреймрейта уже не в 2 раза, как было в контре, а получаем 120-130 FPS против 190. Так что даже в режиме баланс отлично все работает в данном тесте. Опять же, я не вижу смысла в 190-200 кадров, чтобы ноут трудился на максимальных своих оборотах. Все равно экран отрисовывает не больше 144 Гц, да и для сетевых проектов вроде контры или там Rainbow 6 нормально даже 100-120 FPS. Смысла в 200 кадрах я, честно, для себя вообще не вижу. Самое важное, что каждый из пользователей сможет для себя лично выбрать подходящий режим работы данного ноута. Есть даже при этом ручная тонкая настройка вентиляторов. В остальном, что еще интересного можно сказать о данной модели? В целом, ноут за свои денежки работает вполне для меня ожидаемо. Я уже знаком с этой видеокартой 4060 для ноутбуков, да и с процессором i5 12450H я тоже виделся в недавнем прошлом. Самое важное, что цена, как по мне, кажется доступной. Все же это не 100-120 тысяч, а 85-86 тысяч можно себе позволить вместо обычного компьютера. Вполне, то есть этот ноут стоит по цене такого себе нормального компьютера. Если кому интересна данная модель, я оставлю ссылочки в описании под этим видео именно на этот ноут от MyBenben. У меня же на этом, наверное, все. Будем заканчивать. Еще раз всем спасибо, что смотрели это видео. Всем желаю не болеть и увидимся уже очень скоро на канале. Всем удачи и пока-пока.